Здравствуйте, друзья и подписчики нашего канала. Меня зовут Виолетта Озеркан, и вы на канале Вита Имлак. Примерно раз в год, обычно в начале года, мы снимаем видеообзор о анализе рынка недвижимости в Турции и конкретно в нашем регионе, в Мерсине. Если вы еще не знакомы с нашим каналом, впервые здесь, то мы работаем на рынке недвижимости в Мерсине уже более 8 лет. И да, ежегодно мы делаем анализ рынка недвижимости, опираясь на статистические данные официальные и опираясь на данные нашего агентства недвижимости, конкретно на наши продажи. Так вот, друзья мои, несмотря на пессимистичные прогнозы многих наших соотечественников, вот под нашими видео многие писали, что вот все в Турции инфляция, все продают свои квартиры, рынок рухнет. Так вот, друзья мои, да, рынок немного поменялся, но он не рухнул. И несмотря на это, рынок не только не просел и не рухнул, а он еще и показывает значительный рост. Вот такой вот парадокс. И чтобы не быть голословной, я прямо хочу вам привести статистические данные официального сайта TUIC. Да, это официальный такой вот статистический портал государственный. Так вот, продажи жилья выросли на 13,3% в период с января по ноябрь. То есть это голые цифры. Здесь невозможно что-то подтасовать, это вот чистые продажи. Общее количество проданных домов достигло 1 434 133 объекта недвижимости за этот период, да, что на 13,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И это говорит как раз-таки о том, что несмотря ни на экономический кризис, несмотря на инфляцию, несмотря на все эти факторы, рынок продолжает расти. Причем 13% это значительный рост. Даже для нас это вот такой вот как бы парадокс. Почему на фоне такой высокой инфляции оживился рынок, причем оживился внутренний покупатель. Сейчас 90% наших продаж это, конечно, турки. И мы не ожидали, но тем не менее вот такой вот всплеск. Обратились к аналитическим каким-то финансовым статьям и так далее, и говорят о том, что именно такой всплеск объясняется тем, что турки сейчас на фоне высокой инфляции вкладывают свои деньги в недвижимость, чтобы сохранить свой капитал. В принципе, логично. Помимо этого, очень подорожала аренда, особенно в крупных городах. В нашем, если мы говорим о нашем городе, то это центр, Мизитли, Енишехир. Конечно же, очень сильно подорожала аренда по сравнению с предыдущим годом даже на фоне инфляции. Ну, соответственно, все дорожает, аренда тоже дорожает. И для людей ежемесячная арендная плата, она практически сравнялась с ипотечной оплатой за недвижимость, если они, несмотря при этом на высокую ипотечную ставку. Вот. Сейчас ставка примерно 38-40%, да? Ключевая ставка высокая, соответственно, ипотечная ставка тоже высокая. Вот опять-таки, возвращаясь к данным TUIC, я немножко буду время от времени поглядывать на компьютер, потому что все цифры я в голове не удержу, конечно. За период с января по ноябрь количество сделок по продаже ипотечного жилья увеличилось на 53,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ознакомиться с точными статистическими данными на рынке недвижимости вы можете на сайте tuic.gov.tr. Ссылка на него, кстати, будет в описании к нашему видео, а я опишу вам общие тенденции рынка. В целом мы ощутили все эти тенденции рынка на практике. На самом деле, да, основной покупатель у нас сейчас турки, практически 90%, как я говорила. Покупают в основном за наличку. Меньший процент ипотечное жилье, но это еще и связано здесь с особенностями региона. У нас здесь пока еще уменьшенная кадастровая стоимость. Соответственно, и ипотечный кредит они могут получить согласно этой стоимости. Возможно, поэтому у нас в регионах такой маленький процент, но тем не менее есть. Все равно люди берут ипотечные кредиты.
Вот, и у нас сделки были с кредитами и не одна. Но в основном, да, это наличка. Основной покупатель турки. Доля продаж иностранцам тоже есть. Но в процентном соотношении в нашем агентстве, я бы сказала, наверное, доля иностранцев это тоже где-то не менее 5%. Менее 5%. В основном это у нас в нашем регионе это граждане Германии, либо русскоязычные, либо туркоязычные граждане Германии. Вот. А остальные иностранцы это меньше россияне и украинцы. Если мы опять-таки посмотрим и сравним наши данные со статистическими данными ТУИК, то тут в принципе все сходится. Доля продаж жилья иностранцам в общем объеме продаж жилья в ноябре составила 1,4%. В принципе то, что я вам и озвучила. Наибольшее количество продаж жилья иностранцам было зафиксировано в следующих провинциях: Стамбул 728 продаж, Анталия 662 продажи и Мерсин 157 продаж иностранцам. Вот, в принципе, основные тенденции я вам описала. Несмотря на инфляцию, несмотря на экономический кризис общий, да, рынок недвижимости не просто есть, он еще и показывает высокий рост. И это, конечно, хорошая новость для наших инвесторов, тех, кто уже приобрел квартиры. И есть еще все-таки инвесторы, которые вкладывают свой капитал в Турцию, в турецкую недвижимость в том числе. Во-первых, сейчас благодатная почва для этого, цены стали гораздо ниже, чем по сравнению даже 2 года назад и даже с прошлым годом. Тем не менее, рынок стабилизировался, цены также стабилизировались, сильного отката по ценам нет. Вот сейчас цены соответствуют себестоимости квартиры и соответствуют, то есть это не какой-то мыльный пузырь, который был в 2022 году, в 2023 году, который был основан на высоком спросе, особенно среди иностранцев. И как прогнозировали многие так называемые аналитики, да, что все, иностранцы ушли с рынка, рынок недвижимости рухнет. Этого, как вы видите, не случилось. Несмотря на это, конечно же, есть застройщики, конкретно по Мерсину, которые в кризис показали себя не очень хорошо. У них заморозились стройки, кто-то вообще просто закрылись, да, фирмы, закрылись агентства недвижимости тоже. Очень много, кстати, те агентства недвижимости, которые зашли на хайпе, и тут очень много было таких профессионалов. Продавать на хайпе не составляет труда. У нас здесь в этот момент, вот когда вот этот был большой спрос, вот такой поток покупателей, и он больше превышал предложение, скажем так. В этот период вот каждый таксист у нас был риэлтором, да, вот куда ни плюнь, у нас были риэлторы, и приезжали, кричали, где все эти агентства. На рынке осталось буквально несколько действующих агентств, вот с которыми мы изначально начинали, вот они, в принципе, старички вот эти вот, да, так и остались. Итак, к чему я веду? Несмотря на вот этот экономический кризис, несмотря на причем такой сильный, на экономическое давление, несмотря на новые законы, которые, не знаю почему, для чего они принимают, но они перекрывают кислород агентствам недвижимости, застройщикам и так далее, как будто бы хотят вот как бизнес просто вот этот сектор убрать, по крайней мере, агентству недвижимости. Вот застройщикам тоже сложно справляться с этим кризисом. Очень хорошо показали себя некоторые застройщики, в частности, не могу не сказать про нашего партнера, с которым мы работаем уже более 5 лет на рынке недвижимости, и это абсолютно не реклама. Мне, в принципе, я бы не сказала, что есть большая выгода рекламировать прям вот застройщикам МНЗ Башаран. Но мы говорим о фактах. Вот сейчас, по факту, МНЗ Башаран не заморозил ни одной стройки. Все комплексы были более-менее вовремя закончены.
У нас есть комплекс Gold City, у нас есть комплекс Blue Eastin, у нас есть комплекс Мерсина Люкс. Комплекс строится, да, есть задержка, но тем не менее он идет к своему уже завершению. Самое главное, все проекты МНЗ Башаран, вот конкретно который строит он, Blue Eastin закончен вовремя. Gold City уже процветает, можно сказать, уже год как построен комплекс, там уже и вся инфраструктура работает, все уже, как говорится, все уже устоялось, да. Если бы меня сейчас спросили, куда вложить деньги, меня и спрашивают, в принципе, вот у нас есть клиенты из Германии, есть клиенты из России, которые хотят все равно вложить свой капитал в недвижимость в Мерсине. Я бы посоветовала, так как я работаю с застройщиком МНЗ Башаран, и я в нем уверена, конечно, покупать у МНЗ Башаран, во-первых, потому что он предлагает максимально лояльные условия рассрочки, потому что для наших клиентов у застройщика МНЗ Башаран всегда есть отдельный прайс, и вы можете рассчитывать на очень хорошую скидку для клиентов нашего агентства. И какой бы из всех его проектов я бы сейчас посоветовала, в первую очередь мне нравится Пера-Палас. Во-первых, потому что это район Аяш. Это перспективный район. Если до этого мы рассматривали Тумюк, Арпач, Бахшиш, то сейчас город растет в сторону Аяша, застройщики очень активно раскупают там участки. Почему? Потому что здесь уже практически не осталось участка, где можно построить дом с квартирами с видом на море. То есть эти участки ограничены, они уже практически все застроены. Это либо будет вторичка, вот, либо будет где-то там далеко и вот в промежутках. А там еще есть земля, и при этом, при всем, там шикарные пляжи. Там полностью песчаные пляжи, которые соответствуют мировым стандартам и имеют статус Mavi Kum, по-моему, он называется, голубой флаг. Ну, Mavi Kum — это голубой песок, голубой флаг. Я бы рекомендовала присмотреться именно к проекту Пера-Палас. Это классный проект с концепцией отеля, там будет огромная территория, и вообще застройщик вдохновился созданием именно этого проекта, именно в Пера-Палас, когда он съездил на Кипр и увидел там вот эти огромные комплексы с отельной инфраструктурой. Он приехал вдохновленный и вот прям начал рассказывать нам, мы вместе там дорабатывали какие-то моменты. Я предложила сделать там место для йоги, предложила, чтобы там была активная какая-то кафешка, потому что в районе Аяш развита инфраструктура, но там как бы есть вот, нужно какой-то, там, не знаю, в радиусе 200 метров, да, а прямо было бы удобно, чтобы на территории комплекса была активная какая-то кафе, там, где можно было поесть, там, детей покормить и так далее, чтобы не надо было куда-то идти. Вот, пожалуйста, это все будет работать, будет кафе, будет место для йоги, будет огромный бассейн, будет бассейн с разными горками, не как обычно, там 1-2 горки, а там будет много горок. Ну и самое главное, что комплекс Пера-Палас будет расположен в пешей доступности от прекрасного пляжа. Приезжайте в Мерсин, насладитесь, вот сначала покупайтесь на этом пляже, насладитесь, а потом вот, пожалуйста, приобретайте квартиру в комплексе Пера-Палас. Причем застройщик предлагает очень лояльные условия рассрочки с гарантией дохода от аренды. Я более подробно могу вам рассказать, если вы свяжетесь с нами, наши менеджеры с удовольствием вам расскажут. Сейчас не буду углубляться в условия. В каждом проекте МНЗ Башаран есть условия, очень лояльные условия рассрочки. Вы можете внести первоначальный взнос от 25%, получить рассрочку на 2 года, а в каких-то комплексах и на более высокий период. Сейчас у застройщика МНЗ Башаран в проекте есть еще один шикарный комплекс. Я просто вам сделаю такую затравку. Это будет очень большой комплекс, похожий на комплексы вот у нас в районе Чешмели, похожий на комплексы Липарис, там где 7 бассейнов и так далее. То есть это будет огромный комплекс, огромной инфраструктурой. Пока еще проект в разработке, я не могу вам всего сказать, потому что мы еще сами до сих пор, мы еще сами не утвердили, еще сами до сих пор разрабатываем. Итак, подводя итог, на фоне высокой инфляции, на фоне экономического кризиса, несмотря на это, рынок недвижимости работает.
Именно поэтому сегодня особенно важно опираться на официальные данные, работать с проверенными партнерами, с проверенными агентствами недвижимости и с проверенными застройщиками. Сейчас уже в течение года поговаривают о снижение ипотечной ставки. Но так как снижается инфляция, мы видим тенденцию к снижению инфляции, то, скорее всего, ипотечную ставку тоже хотят снизить, хотя бы просто снизить в какой-то период, чтобы стимулировать рост спроса недвижимости еще больше. Возможно, это сделают к лету. И вообще к лету, в принципе, в сезон к лету повышаются цены на недвижимость в Мерсине, потому что это такой курортный регион на Средиземноморском побережье. Соответственно, к лету цены будут повышаться. И поэтому, друзья мои, если вы планируете и интересуетесь покупкой недвижимости в Мерсине, связывайтесь с нами. Сейчас у нас еще есть очень горячие предложения от инвесторов, которые буквально, наверное, до марта вот они будут, потом цены будут подниматься. И также есть классные предложения, ограниченные от застройщика для наших клиентов, поэтому связывайтесь с нами, все контакты у нас в описании, связывайтесь с нашим менеджером Марией, связывайтесь со мной, с удовольствием ответим вам на все ваши вопросы. Я понимаю, что сейчас есть проблемы со связью в России, там сейчас WhatsApp не работает практически, но у нас есть альтернативные способы связи, это, пожалуйста, звонить можете на FaceTime, звонить можете на Telegram. В общем, все контакты в описании, друзья мои. Я желаю вам всего самого наилучшего. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, в комментариях задавайте вопросы. Все, всем пока-пока.